Представьте дерево, которое старше многих государств. Дерево, которое видело смену эпох, войны и мир, смену поколений, исчезновение языков и рождение новых культур. Оно не спешит. Оно растет десятилетиями, прежде чем раскрыть свою силу. Оно может прожить 1000 лет, иногда больше. Его называли священным, из него строили храмы, его ароматом очищали дома, а его смолу считали даром небес. Сегодня мы говорим о кедре. Почему кедр стал символом силы и вечности, сколько он действительно живет, где растет, и что из того, что ему приписывают, подтверждается наукой? Давайте разберемся спокойно, без мифов и без чудесных обещаний, так, как мы это делаем на лесном деле. Сначала важная деталь. В русском языке словом «кедр» называют разные деревья. Настоящий кедр – это род кедрус. К нему относятся ливанский кедр, атласский кедр и гималайский кедр. А то, что мы называем сибирским кедром, на самом деле кедровая сосна Pinus sibirica. С точки зрения ботаники это разные роды, но в народной традиции название закрепилось. И когда мы говорим кедр, чаще всего имеем в виду именно величественные хвойные деревья, растущие в горах и северных лесах. Настоящие кедры растут в Ливане, Турции, в Гималаях, в Атласских горах Северной Африки. Сибирская кедровая сосна в тайге, в Сибири, на Алтае, в Монголии. Это дерево любит высоту, чистый воздух, холодные зимы и пространство. Оно не спешит. Молодое дерево может расти десятилетиями, прежде чем начнет плодоносить. Иногда первые шишки появляются только через 40-60 лет. Кедр не про быстрый результат, он про устойчивость. Средняя продолжительность жизни кедра – 500-800 лет. Отдельные экземпляры ливанского кедра живут более 1000 лет. Подумайте об этом. Когда дерево только набирает силу, человеческая жизнь уже проходит половину пути, кедр переживает поколение. Он видит детей тех, кто когда-то посадил его, и именно в этом рождается ощущение священности не в мистике, а во времени. Ливанский кедр упоминается в древних текстах Ближнего Востока. Его древесина ценилась за прочность, устойчивость к гниению и характерный аромат. Высокий прямой ствол, мощные ветви, широкая крона – все это стало символом силы и благородства. Когда древний человек видел дерево, которое живет столетиями, он воспринимал его как нечто большее, чем просто растение. Кедр стал образом устойчивости и связи между землей и небом. Древесина кедра действительно обладает уникальными свойствами. Она устойчива к влаге, почти не поражается насекомыми, содержит эфирные масла. Эти масла создают характерный смолистый аромат. В составе присутствуют терпены и фитонциды, вещества с умеренной антисептической активностью. Именно поэтому кедр использовали при строительстве и для хранения. Это не магия, а химия. Природная, спокойная, объяснимая. Смолу кедра часто называют живицей. В народной традиции ее применяли для обработки ран и как компонент мазей. Научно известно, что смола хвойных содержит вещества, подавляющие рост некоторых микроорганизмов. Это объясняет ее использование как природного антисептика. Но важно понимать, это не универсальное лекарство. Это вспомогательное средство, которое работало в условиях, когда других средств просто не было. Если говорить о сибирском кедре, кедровой сосне, то особую ценность представляют ее семена, которые мы называем кедровыми орехами. Они богаты жирами, витамином Е, магнием, содержат растительный протеин. Это калорийный и питательный продукт, особенно важный в северных регионах. Он поддерживает организм, дает энергию, но не совершает чудес. Это качественная пища, и этого достаточно. Кедровое масло ценится за содержание полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов. Оно может быть полезной частью рациона при умеренном употреблении. Но, как и любое масло, это концентрат калорий. Чудес не бывает, есть питание, есть баланс, есть разумность.
Почему же людей так тянет к кедру? Представьте, вы стоите в горах, перед вами дерево, которому 700 лет. Оно пережило морозы, пожары, ветры, человеческие войны. Оно не торопилось, оно просто росло. В мире, где все ускоряется, кедр напоминает о другом ритме. Он словно говорит: не все должно происходить быстро, и в этом его настоящая сила. Хвойные леса действительно влияют на микроклимат. Они выделяют фитонциды, летучие вещества, способные снижать концентрацию некоторых бактерий в воздухе. Прогулки в хвойном лесу могут снижать уровень стресса, улучшать настроение, способствовать расслаблению. Но это не мистическая энергия. Это сочетание чистого воздуха, природного аромата и тишины. Кедры играют важную роль в экосистемах. Их шишки – пища для птиц и зверей, их корни укрепляют почву, их кроны создают особый микроклимат. Когда исчезает кедровый лес, меняется вся экосистема. Поэтому уважение к кедру – это не культ. Это понимание его роли в природе. И вот здесь самое главное. Кедр живет столетиями, он не спешит. Он растет медленно, но основательно. Его сила не в чудесах, а в устойчивости. Он не лечит все подряд, он не заряжает энергией, он просто существует в своем масштабе времени. Может быть, именно поэтому древние народы называли его священным. Не потому, что он творит магию, а потому, что он переживает нас. Он напоминает о том, что настоящая сила в глубине корней, в терпении, в способности выдерживать зиму и продолжать расти. Если когда-нибудь окажетесь в кедровом лесу, просто остановитесь, послушайте ветер в хвое, почувствуйте запах смолы, осознайте, что перед вами живой организм, который измеряет время иначе. И, возможно, вы поймете, почему кедр стал символом силы, достоинства и долголетия. Если вам близок спокойный разговор о природе без мифов и громких обещаний, подписывайтесь на канал «Лесное дело». Здесь мы изучаем растения такими, какие они есть, без чудес, без преувеличений. Просто природа и уважение к ней.